Эвакуация объявлена в тысячах километрах от фронта. Российская глубинка больше не спасает от обстрелов. Пылала сразу в нескольких местах, в том числе и у российских пропагандистов. НАТО официально выдвигает ультиматум Кремлю. В альянсе намекают, что знают место планируемого Россией удара. Реакция будет разгромной для Москвы. 500 000 автомобилей могут взорваться прямо сейчас. Если у вас авто этой марки, обязательно досмотрите, нет ли его в списке на отзыв. Скандал на Олимпиаде. Хотели сделать все по-тихому, но так и не вышло. Теперь руководству угрожает суд. Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 12 февраля. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. Километры российской территории не могут защитить важные логистические и военные точки от пожаров и хлопков. Республика Коми, город Ухта, 1700 километров от украинской границы. После серии взрывов загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Ухта нефтепереработка». Очевидцы публикуют видео с густым черным дымом. Местные паблики пишут об эвакуации из ТЦ и сиренах в городе. К тому же в районе поселка Котлубань в Волгоградской области после удара вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что угрозы для гражданских объектов нет, но из-за риска детонации боеприпасов власти объявили эвакуацию жителей Котлубани. Украинские мониторинговые каналы сообщают, что целью был арсенал главного ракетно-артиллерийского управления и что детонация может продолжаться. Бандеровский режим продолжает терроризировать мирное население России, цинично интенсифицируя ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам, жилым домам, медучреждениям, церквям. Причем он сознательно наращивает их в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта. На прошлой неделе это было, так сказать, приурочено к очередному заседанию рабочей группы по безопасности в формате Россия, США, Украина в Абу-Даби 4-5 февраля. Злые украинцы, оказывается, просто берут и обстреливают мирное население РФ. Правда, все это происходит сразу после того, как из РФ летят ракеты и дроны по Украине. Несоизмеримо больше, к слову, летит. Только минувшей ночью Россия выпустила по Украине 24 баллистические ракеты и 219 дронов. Киев повреждены дома, 2 раненых, около 2600 домов без тепла. Днепр, 4 раненых, среди них младенец, без тепла 10 тысяч абонентов. Одесса и область повреждены дом, рынок, супермаркет, машина, около 300 тысяч без воды. Харьковщина, Лозовая, 2 погибших, 6 раненых, пожары и разрушения. НАТО готово к ответу. Прямой ультиматум в адрес Кремля звучит уже почти официально. Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что НАТО быстро и решительно ответит на любую попытку России заблокировать Сувалкский коридор и назвал такую реакцию разгромной и смертельной для нападающей стороны. Я прогнозирую, что в долгосрочной перспективе вы, разумеется, увидите ядерный зонтик как окончательную гарантию нашей безопасности здесь, в Европе и Канаде, а также сильное обычное военное присутствие США здесь, в Европе, что имеет решающее значение. НАТО существует не только для защиты Европы и Канады, оно также существует для защиты Соединенных Штатов. Чтобы США были в безопасности, нужен сильный и защищенный арктический регион, безопасная Европа, а также безопасная Атлантика. Рютте спросили, сможет ли НАТО оперативно отреагировать, если Россия попытается перекрыть коридор силами порядка 15 тысяч военных. Он ответил, что Альянс сможет дать отпор и что НАТО регулярно прогоняет сценарий учений, используя разведданные и хорошо подготовлено к реакции на любую угрозу Союзу. Напомню, в предыдущих выпусках мы говорили о том, что в НАТО проходили штабные игры, в которых как раз моделировался сценарий захвата Россией балтийских стран. И Москве в игре удалось захватить 3 страны силами 15 тысяч солдат. Особое внимание в играх уделялось Польше и захвату Сувалкского коридора. Это узкая полоса территории Польши в районе Сувалок и Августово, которая соединяет Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией и одновременно отделяет Калининградскую область России от Беларуси. Сразу несколько стран пообещали Украине увеличить поддержку. Министры обороны ряда стран НАТО объявили о планах на закупку вооружений по программе Альянса PURL по прибытии на встречу министров обороны Альянса в Брюсселе, на которую, к слову, не приедет министр обороны США.
Украина переживает ужасную зиму, но мы должны убедиться, что поможем им пройти эту зиму и вывести их в более сильную позицию к весне. За последние недели Нидерланды предоставили сотни миллионов на дроны и боеприпасы. Сегодня я также могу объявить, что мы отправим симуляторы F-16, потому что мы продолжаем помогать Украине в эксплуатации их F-16. На той же встрече министр обороны Великобритании сообщил, что Лондон выделит Украине более 500 миллионов фунтов на новые ракеты и системы ПВО. Это будет первый вклад Британии в программу PURL, созданную для ускоренных поставок Украине, прежде всего ракет для противовоздушной обороны. Швеция тоже примет участие, но это будет уже третий их пакет помощи. Министры обороны стран НАТО собрались в Брюсселе, чтобы обсудить укрепление обороны Европы и дальнейшую поддержку Украины на фоне растущего давления США на европейских союзников, увеличивать собственные возможности. Никогда такого не было, и вот снова парламент не место для дискуссий, говорили их коллеги. Но тут это восприняли слишком буквально. В парламенте Турции подрались депутаты во время присяги новых министров юстиции и внутренних дел. Сразу, можно сказать, подкинув новым министрам фронт работы. Депутаты оппозиционной Народно-республиканской партии попытались занять трибуну, чтобы сорвать церемонию. Началась перепалка с представителями правящей партии «Справедливости и развития», которая быстро переросла в драку. Толкались, кричали, били друг друга, возможно, ногами. Одному депутату даже разбили нос. Несмотря на потасовку, присягу довели до конца, после чего заседание парламента отложили. Новым министром внутренних дел стал бывший губернатор Эрзурума Мустафа Чифтичи, министром юстиции бывший стамбульский прокурор Акин Гюрлек. Драка вспыхнула именно во время его присяги. Оппозиция напомнила, что в марте прошлого года Гюрлек выдал ордер на арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу, после чего по стране прошли массовые протесты и заявила, что таким людям не место в политике. Одна из самых популярных марок авто отзывает 500 000 машин по всему миру. Причина очень значительная. Она может взорваться. Все из-за износа магнитного переключателя реле стартера. Со временем он может перегреваться, а в редких случаях вызвать короткое замыкание и пожар, в том числе во время движения. BMW объявила глобальный отзыв примерно 575 тысяч автомобилей. Зацепить может и одну из марок Toyota из-за общей платформы. Владельцам советуют проверить ВИН-код в базе отзывов на своем рынке и записаться к дилеру. До ремонта не оставлять машину с работающим двигателем без присмотра, особенно при дистанционном запуске. Работы по замене несколько часов, но опасность для жизни существует. Минимум 10 тысяч аккаунтов может быть заблокировано. Apple, по данным пропагандистского канала SHOT, начала массово замораживать Apple ID у россиян. Причина, как утверждается в санкционных проверках, если ваши фамилия, имя, отчество совпадают с данными человека из санкционного списка ЕС или США, аккаунт попадает под ограничение. Apple якобы требует подтвердить личность и прислать документы, но даже это, по словам источника, не гарантирует разблокировку. История выглядит как классическая автоблокировка по совпадению данных. И самый неприятный момент здесь не санкции, а ошибки алгоритма, которые бьют по обычным людям. Пилоты и бортпроводники Люфтханза объявили 24-часовую забастовку. О решении сообщил профсоюз пилотов и профсоюз бортпроводников. Они требуют улучшить пенсионные условия и начать переговоры с руководством о планируемых сокращениях. Из-за акции Люфтханза отменяет рейсы, которые должны вылетать из Франкфурта на Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина, Дюссельдорфа и других немецких аэропортов. Мы очень сожалеем обо всех пассажирах. Сейчас, похоже, во Франкфурте и Мюнхене многие рейсы не вылетают. Нам очень жаль, но это наш единственный вариант и наше право выступить единым фронтом вместе с нашими членами и попытаться добиться начала переговоров. Представитель профсоюза заявил, что они хотели бы избежать эскалации, но не увидели шагов навстречу со стороны компании. Пресс-секретарь Люфтханза Марк Барон назвал забастовку непропорциональной мерой и призвал к диалогу. На фоне падения прибыли Люфтханза объявила программу экономии и собирается сократить около 4000 рабочих мест, включая примерно 800 позиций бортпроводников. Скандал на Олимпиаде. Украинского скелетониста Владислава Гераскевича в четверг дисквалифицировали из-за шлема с изображением украинских спортсменов, погибших на войне с Россией, сообщили в Международном олимпийском комитете.
Today was press conference of IOC. Сегодня была пресс-конференция МОК, и я могу сказать, что не согласен с этим решением, потому что искренне считаю, что мы не нарушали никаких правил. Правило 50. Политическая пропаганда, дискриминационная пропаганда, расовая пропаганда. Это точно не про этот шлем. Я думаю и искренне верю, что мы сегодня здесь можем наслаждаться спортом и Олимпиадой, в том числе благодаря их жертве. И я считаю, что они заслуживают быть сегодня здесь со мной. Я их не предам. О дисквалификации Гераскевичу объявили после утренней встречи на осанной трассе с президентом МОК Кристи Ковентри. Команда спортсмена заявила, что будет обжаловать решение в спортивном арбитражном суде. В МОК не спорят с самим посылом, говорят, это сильное и памятное сообщение, но решение для соревновательного поля найти не удалось. Мы очень хотели, чтобы он участвовал. Это послало бы мощный сигнал, действительно очень мощный сигнал. Мы были готовы предоставить ему множество возможностей выразить свою скорбь. Сами спортсмены просили безопасное пространство для соревнований. И именно это мы и сделали. Речь не о его послании. Речь только о месте, где мы хотели, чтобы он выражал себя, до и после. Но на эту 1 минуту мы попросили его не делать такого выражения. Международный олимпийский комитет предлагал Гераскевичу показать шлем памяти до старта и после финиша, а во время заезда выступать просто с черной повязкой на руке. Но спортсмен после объявления решения сказал, что теперь не получит, цитирую, «свой олимпийский момент». А в прошлом выпуске мы говорили о новых требованиях к Москве. Жесткие ограничения для Кремля могут прямо вписать в будущее мирное соглашение. Параллельно бунт на фронте. Военные массово пошли против власти, и истерику устроил даже давний соратник Путина. Похожий бунт, но в другом полушарии. Первый из приглашенных в Совет мира уже заявил, что не приедет. Формальная причина звучит прилично, но настоящая оказалась куда громче. Названа дата референдума, исчезновение диктатора и много другого. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами увидимся уже утром.